Путин сказал, что уходит в отставку. Вопрос преемника Владимира Владимировича Путина на посту президента России возникает каждый раз, как только происходит назначение нового лица в высших эшелонах власти или возникают опасения из-за здоровья президента. Действительно, этот вопрос далеко не праздный и крайне важный. Не будем уподобляться информированным инсайдерам и пересказывать досужие фантазии и мечты среднего и мелкого чиновничества, а обратимся к логике процесса. В России сотни лет правитель сам себе выбирает преемника, а когда этот процесс оказывался нарушен, то получала страна множество проблем. Хорошо это или плохо, я рассуждать сейчас не буду, не о том речь веду. Нас интересует другой вопрос, как будет проходить процесс выбора преемника и как нам заранее понять, кто претендует на пост главы государства, а кого неразумные политологи решили пропиарить. Видео не претендует на универсальность для всего мира и всех времен, в истории были различные прецеденты и исключения. Я четко описываю граничные условия, и в данном случае речь идет о выборе преемника в 2024 году, если до того момента не случится форс-мажора. Наверняка, среди зрителей найдется значимое количество человек, что будут внимательно отслеживать рассказы экспертов и политологов о том, как за полгода до выборов Владимир Владимирович Путин собрал совещание и сказал: «Скоро выборы, подготовьте мне списки возможных кандидатов, чтобы мы подумали, кого поддержать, и работа закипит». Есть другая крайность – вера, что лично Путин уже давно выбрал себе преемника и сейчас его тайно натаскивают, готовят и воспитывают. Есть же Коля у Лукашенко, так почему бы Путину кого-то не растить? Оба эти варианта являются красивыми пиар-легендами. Потенциальных кандидатов в президенты уже начали готовить, но не лично Путин, а его вассалы, в меру своих разумений и имеющегося в наличии человеческого материала. Для начала процесса не нужно было отдавать приказы, умные люди понимают будущие потребности без слов, а шанс стать бывшим другом или старшим товарищем президента страны на дороге не валяется. Посмотрите, как устроились бывшие начальники и старшие товарищи Путина. Они прекрасно понимают, что, оказав помощь в восхождении, обеспечивают устойчивое положение для своей властной группы на долгие годы, так как становятся командой будущего президента. Кандидаты не из вассальных Путину властных групп даже не будут рассматривать, уж это он себе позволить может. И нас не должны смущать бывшие начальники нового президента, в какой-то момент старые отношения будут пересмотрены кардинально, а на одной ностальгии и привычке многого не добьешься, у всякой благодарности есть границы разумного. Сделаем ряд уточнений, опережая вопросы, все кандидаты будут лояльны к Путину, до какого-то уровня их будут тянуть и готовить его вассалы, и только лучшие попадут в финальный раунд. В 2024 году будет выбор не проходной кандидатуры, как было в 2008, а полноценного преемника, человека, который на следующие 1,5 десятка лет возьмет управление страной на себя, не позволит сесть себе на шею и обеспечит преемственность элит. Людям, незнакомым с законами иерархии власти, может казаться, что любой из высших чиновников может претендовать на высший пост, а нет. Есть четкое понимание оптимального темпа карьеры, требование брать на себя ответственность и многое другое. Не будем углубляться в детали и описывать все возможные требования, просто покажем, как должна будет строиться карьера потенциального кандидата в преемники. Будущий президент должен идти по первым, руководящим позициям, он должен уметь и быть способным принимать решения, быть лидером и руководителем. Можно много рассуждать про личные особенности потенциальных кандидатов, про их чувство ответственности, ум, умение решать проблемы и так далее, но так как некоторые качества компенсируются хорошо подобранной командой, то не будем уходить в эти детали. Есть один важный нюанс – нельзя засиживаться на должности, даже если ты уже у самого верха. Если долго сидеть на одном месте, то накапливаются ошибки, сам человек и его окружение бронзовеет. Да и все конкурентные властные группы в какой-то момент объединяются против тебя, поводов накапливается даже много. Нужно движение, средний срок нахождения на одной ступени – 27 месяцев, плюс-минус. Наступает самое время для успешного завершения важнейших задач, проектов и шага вверх. Успешно отработав положенный срок, кандидат вместе с командой идет на повышение. При этом члены его властной группы, часто на уровне инстинктов людей власти, понимают, что именно происходит, и начинают передавать своих молодых вассалов в свиту кандидата. Какой возраст должен быть у кандидата? Какие личные качества? Путин будет привечать людей похожих на его собственный идеализированный образ.
Плюс кандидат должен быть на одно поколение младше Путина. Теперь речь идет о наследнике, продолжателе в хорошем смысле этих слов, человеке, который станет со временем сюзереном для большинства руководителей властных групп. Путин стал президентом в 48 лет, Медведеву было 43, скорее всего в 2024 году кандидату будет от 45 до 50 лет, то есть сейчас ему 40-45. Таким образом, в качестве потенциальных преемников стоит рассматривать мужчин в возрасте 40-45 лет, не так давно перешедших на позиции руководителя министерства, главы крупного холдинга в госкорпорации, главы региона или руководителя одной из крупнейших коммерческих компаний страны. Но также нельзя забывать и о проверенных людях президента, с кем ему было комфортно вести дела и управлять страной на протяжении всего времени. Под такое описание подходят и всеми известный Мишустин, и Шойгу, Казак и даже Собянин. Потенциальные кандидаты на должность президента в 2024 году уже начали свое восхождение, их явно или неявно ведут отдельные, вассальные Путину, властные группы. На каждом этапе будут отсеивать неудачников и позволять немного потянуться отстающим, последнее для массовки и возможности выбора. Ну а ближе к финишу нас всех подготовят для правильного запихивания бумажек в урну, чтобы потом объявить, что народ свой выбор сделал и он верен, все равно никто считать не будет. Кандидат в президенты должен идти по главным, первым позициям, поступательно, успешно решая задачи, реализуя проекты и собирая команду. Около 2022 года успешные кандидаты в возрасте 43-47 лет займут должности главы или первых заместителей администрации президента или правительства. Вот их них и будет выбор. Ну а фальстарты нас не должны волновать, если только не будет форс-мажора. В этом случае мы узрим авантюрные и сверхавантюрные назначения, и никто не будет застрахован от очередного смутного времени. Дорогой зритель, спасибо, что досмотрел данный ролик до конца. Вы можете поддержать меня, поставив под него лайк и подписавшись на канал. Для меня это очень важно. Также я жду ваших комментариев по поводу того, кто же станет следующим правителем России. Спасибо за внимание и до новых встреч.